Друзья, в этом подкасте я поделюсь своим мнением по принципам сбережений, а также эмоциональной и теоретической стороне вопроса сбережений. Важная новость. Сейчас по личным обстоятельствам ролики будут выходить реже. Для подкаста доступны субтитры на 7 языках. Я прошу вас поддержать канал подпиской и чтением моего дзена, там много интересных статей, а также просмотром Рутуба. Сбережения. Друзья, в первом блоке я хочу рассказать о понятии сбережений, инфляции и отличии сбережений от инвестирования. Смотрите, главной проблемой в сохранении денег является инфляция, или, проще говоря, процесс обесценивания денег во времени, в конкретной валюте, то есть в конкретной стране. Важно понимать, что в разных странах инфляция идет с разной скоростью. Например, если 5 лет назад вы могли купить ноутбук за $1000, то теперь такой же ноутбук будет стоить более $1100. Краткое исследование по инфляции я сделал в своей статье в Дзене. Прошу изучить, ссылка в описании. Иными словами, процесс обесценивания денег не позволяет вам поддерживать уровень жизни, не увеличивая своего дохода. Многие люди не понимают важную вещь, что для того, чтобы просто жить на одном привычном для вас уровне жизни, вам необходимо постоянно расти как профессионал и повышать свой доход. Да. Что говорить о повышении своего уровня жизни? Логично, что для этой задачи рост вашего дохода должен быть выше роста инфляции и ваших личных затрат. Для многих людей, в частности граждан стран СНГ, найти достойную работу – большая проблема. Теперь рассмотрим, что такое сбережения и чем они отличаются от инвестиций. На слайде представлена схема с основными видами сбережений. Несложные виды сбережений расположены ближе к горизонтальной оси. Ключевое отличие сбережений от инвестиций в теоретическом плане заключается в разнице с инфляцией, а также отложенном времени трат. Также сбережение отличает низкая рискованность, в то время как инвестирование может иметь высокие риски. Сбережение обычно позволяет ослабить инфляцию в некоторой степени или свести ее к нулю и не предполагают преодоления уровня инфляции. Также сбережения обычно не имеют отношения к вложению в бизнес, фондовый рынок или другие финансовые инструменты. Обычно сбережения становятся основой для последующего инвестирования. Это важно помнить. Они накапливаются последовательными шагами, год за годом, за счет выделения части свободных средств из вашего основного дохода, реже из других источников. Обратите внимание на слайд, где я схематично указал основные виды сбережений. К сбережениям относят покупку валюты, хранение денег на депозите, в матрасе, вложение в драгоценные металлы, покупку украшений, антиквариата, покупку и сдачу в аренды, недвижимости и некоторые другие виды сбережений. Худшей формой сбережений, на мой взгляд, является простое откладывание средств от дохода в национальной валюте. Это лучше, конечно, когда у вас вообще нет накоплений, но сохранить деньги от обесценивания вы не сможете. Избитые истины. Для начала поговорим, что обычно советуют в различных источниках по теме сбережений и философии денег. Например, в таких известных книгах, как «Бедный папа», «Богатый папа» Роберта Кийосаки. Наверное, если вы хоть немного интересовались тем, как сберечь деньги, начать инвестировать, то вы натыкались на следующие советы. Первое. Откладывай 1/10 своего дохода, трать меньше, чем зарабатываешь, и все в таком духе. Это все, безусловно, правильно, но очень скучно и часто далеко от реалий определенных стран. Проблема в том, что зачастую большую часть трат уменьшить невозможно, а если и возможно, то эта оптимизация крайне негативно скажется на вашем комфорте или даже здоровье. Это может случиться за счет перехода на менее качественное питание или съем жилья в менее благополучном районе. Важно понимать, что большая часть самых успешных инвесторов, финансовых воротил, авторов бестселлеров по теме финансов зачастую имели два ключевых преимущества
перед обычными людьми. Первое – это наследство или поддержка своих родственников, а второе – это доступ к особо ценной, зачастую закрытой информации. В теме инвестирования такая информация называется инсайдерской. Именно эти и некоторые другие факторы в разы повышали способность авторов нарастить огромные капиталы и получить высокое положение в обществе. Поймите, что откладывание 10% зарплаты не сделают из вас магната или великого бизнесмена типа Билла Гейтса. Здесь я посоветую следующее. Поищите среди окружения финансово успешного человека и получите у него советы. Возьмите у него несколько уроков. Главное – это понять, как он мыслит и какие решения привели его к успеху. Возможно, именно его советы будут намного практичнее и полезнее, чем тонны прочитанных модных книг по теме финансов. Данный человек не должен иметь долгов, должен быть полностью финансово независимым, иметь желание научить вас и поделиться полезной информацией. Интересная статистика. Как человек с техническим образованием, работающий инженером, я люблю перед обсуждением какой-либо темы изучить статистику проблемы, рассмотреть явления с разных сторон. За наглядной статистикой обратимся к данным Всемирного банка. Их сайт с данными мне очень понравился. Начнем с уровня бедности в расчете на доход в $2,15 в день, в процентах от мирового населения. На графике наглядно видно, что с 1997 по 2017 годы бедность в мире упала почти в 3 раза. И сейчас менее чем каждый десятый в мире, примерно 8,5%, живут на $65 в месяц и меньше. В рублях это около 6 тысяч по старому курсу. Интересно, что тренд на снижение уровня бедных не зависит от всех катаклизмов, кризисов и войн, что настигли человечество последние 20 лет. Эти данные, конечно же, очень обнадеживают, что можно сделать позитивные выводы, но не будем спешить. Также не стоит забывать влияние инфляции и обесценивания валют в мире. В любом случае, если вы имеете доход больше, чем $65 в месяц, формально вы не можете считаться бедным по мировым меркам. Касаемо определения бедности, стоит сказать, что выделяют абсолютное, относительное и национальное определение бедности. В первом случае вы зарабатываете доход, который не позволяет вам покрыть часть жизненно важных потребностей. Во втором случае, по вашей субъективной оценке, вы находитесь ниже среднего класса, не можете себе позволить некоторые важные вещи для жизни. В России есть понятие прожиточного минимума и медианной зарплаты по стране. Бедняки – это те, кто получает меньше прожиточного минимума, а это около 44% от медианной зарплаты по стране. В последние годы прожиточный минимум находится в рамках 12-15 тысяч рублей или около $200 при среднем курсе в 75 рублей за доллар. Это примерно в 3 раза больше зарплаты бедняков по оценке Всемирного банка. Конечно же, понятно, что с российским уровнем цен на все, с российской спецификой, в первую очередь ценами на коммунальные услуги, на лекарства, это, конечно же, крайне скромная цифра. Хотя в некоторых регионах она может показаться не такой уж и малой. В каждой стране критерии бедности могут сильно разниться. Бедняк для африканской страны или, скажем, Норвегии – это, конечно же, разные вещи. Стоит помнить, если вы можете выжить на свою зарплату, оплатить все счета, не голодать, купить одежду, лекарства и другие незаменимые вещи, вы точно не бедняк, даже если у вас нет денег на походы в рестораны или новый телефон. Факторы сбережений. Экономисты выделяют несколько существенных факторов, которые определяют формирование сбережений. Такие сбережения называются сбережениями домохозяйств или личными сбережениями. К факторам сбережений специалисты относят доход, траты, процентные ставки, уровень инфляции, временный фактор и другие. Я же лично добавил бы к этому списку некоторые другие интересные параметры.
эмоциональную устойчивость индивида, сложность снижения личных затрат в конкретном государстве и локации, сложность поиска работы, мотивацию для занятия сбережений. Основные 10 факторов я указал на слайде. Не вдаваясь в ненужные детали, для любознательных скажу, что факторы сбережений описываются в позитивной экономической теории, которая рассматривает живые экономические процессы и поведение реальных, а не идеализированных экономических субъектов, в отличие от нормативной экономической теории. Кто хочет углубиться в вопрос, почитайте статьи об этих разделах экономики, а также на тему теории межвременного выбора. О каких факторах идет речь? Это следующие факторы, их 10, на мой взгляд. Мотивация, доходы, расходы, личные качества, инфляция, экономическая политика Центрального банка, социальный фактор, политико-экономический фактор, временной фактор, а также финансовая грамотность и навыки индивида. Эмоциональные траты. Хочу обратить ваше внимание, что последние крупные открытия экономической науки насчитывают более полувека, если не больше. Например, работы такого авторитетного британского ученого, как Джона Кейнса. Он, в частности, является одним из отцов-основателей макроэкономики, автором мер по спасению экономик западных стран от Великой депрессии. Отмечу, что всем, кто хоть немного интересуется экономикой и темой финансов, следует знать этого ученого наряду с такими личностями, как Адам Смит, Маркс и другие. Могу ошибаться, но в экономике до сих пор поведение человека рассматривается чаще всего как рационально. Хотя теория иррационального поведения человека в экономике активно набирает обороты в последние годы. Здесь отмечу, что как раз идея о том, что поведение человека всегда рационально, конечно же, неверна. Остановимся на этом намного подробнее. Влияние масс-медиа, соцсетей, рекламы просто чудовищно. И зачастую люди могут совершать полностью необдуманные траты. Важно понимать, что сейчас доступность кредитов в различных формах выше, чем 100 лет назад. Кредит можно взять, не вставая с дивана, через мобильное приложение. Мысль такая: возможно, ощутимая часть ваших текущих, прошлых или будущих трат – это результат манипуляций экономической машины. Манипуляции производятся не только через рекламу и, например, масс-медиа, но, конечно же, через кино, сериалы, а также за счет общественного мнения ближайшего круга. Особенно сильные данные манипуляции воздействуют, конечно же, на женщин. Мой совет таков: ваша задача – потратить время наедине с собой и трезво, четко оценить, реально ли нужны вам некоторые траты. Например, новый продвинутый смартфон, диски на колеса вашей машины или очередной подарок вашей любовнице. Второй тезис заключается в том, что вы не сможете полностью отказаться от эмоциональных трат. Да и это, в принципе, неправильно. Есть два типа людей, которые прекрасно иллюстрируют крайности в отношении эмоциональных трат. Первые не позволяют либо не хотят делать таких трат вообще. Они могут годами методично сдерживать свое потребление, ничего не покупать, кроме самых нужных вещей. Например, носить одежду по 10 лет, пользоваться телефоном годами, не копить денег ни на что. Второй же тип людей тратит неадекватную долю своих доходов или даже залезает в долги для покупок статусных вещей, для оплаты развлечений, которые зачастую не соответствуют их реальному статусу в обществе. Внутреннее животное требует эмоциональной подзарядки, а для этого, конечно же, нужны ресурсы. Скажу, что разумная трата средств на повышение своего эмоционального статуса дает мощный толчок к вашей мотивации, продуктивности во всех сферах жизни. Важно помнить, что, конечно же, крайности вредны. Могу посоветовать завести отдельную статью расходов на эмоциональные траты, превышать которые вы не сможете. Еще раз отмечу большую важность этого момента.
так как многие недооценивают эмоциональную составляющую расходов. Эмоциональная устойчивость. Моим субъективным мнением является понимание того, что именно способность сопротивляться временным порывам в покупках является залогом правильного управления финансами. Данное качество крайне трудно, но можно развить. Условием для развития является визуализация и анализ процесса срывов в совершении вредных трат. В качестве эксперимента в течение полугода попробуйте вести мониторинг ваших трат, доходов, эмоциональных покупок. Одновременно делайте заметки с описанием причин трат. После этого на следующем этапе попробуйте планомерно снижать спонтанные покупки, придумав для себя интересные поощрения, которые бы были менее вредны и менее затратны, чем ваши основные спонтанные покупки. Иными словами, заведите дневник вредных трат и установите на телефон приложение для управления финансами. Финансовая безопасность. В сети есть немало материалов на тему таких понятий, как финансовая независимость, свобода и так далее. Базовым уровнем, который необходимо достигнуть любому человеку, на мой взгляд, является финансовая безопасность. Что это такое? Это заранее выработанная способность гражданина сопротивляться экономическим и социальным вызовам. Проще говоря, это возможность перенести лишения, испытания в условиях локального, глобального или личного кризиса без потери привычного уровня потребления или с его незначительным снижением. Финансовая безопасность – это когда вы можете быть готовы к серьезным трудностям в результате потери работы, кормильца, болезни или любых других социальных и личных трудностей. В деталях уровень дохода, накоплений, структура ваших сбережений для каждого человека, конечно же, будет индивидуально, в зависимости от работы, то есть дохода, вашего потребления и некоторых других факторов. Что на практике представляет из себя структура сбережений и доходов для состояния финансовой безопасности? Как рекомендуют специалисты, это наличие, конечно же, финансовой подушки в размере от полугодичного дохода и более. Подушка обычно копится в национальной или зарубежной валюте с возможностью быстрого обмена одной на другую. Важнейшее требование к ней – это ликвидность, то есть доступность и способность к обмену. Второй фактор финансовой безопасности – это надежность и диверсификация источников дохода. Если при малейших изменениях в экономической ситуации вас увольняют с работы, то вы явно не обладаете надежным источником. Также, если у вас есть больше одного источника дохода, значит вы имеете диверсификацию по источникам дохода, что значительно повышает вашу выживаемость. Советы и решения, которые я могу дать. В текущих кризисных условиях ваши две глобальные задачи для выхода на финансовую безопасность – это создание распределенной финансовой подушки, например, из наличных и криптовалют, а также поиск различных источников дохода. Стоит отметить, что сложность заключается в том, что для решения этих задач нужно большое количество времени и, конечно же, огромные усилия. Вывод здесь достаточно простой. Чем раньше вы осознаете необходимость построить свою финансовую безопасность, тем больше шансов у вас выжить в тяжелых условиях будущих кризисов. Социальный фактор. Обсудим скрытый и крайне важный комплексный фактор, который оказывает влияние на успешность сбережений человека. Я говорю о социальном факторе, окружении человека, уровне развития доверия в обществе, качестве работы финансовых институтов. Что конкретно я имею в виду? Я имею в виду такую деталь, как отношение группы, к которой относится индивид, к вопросу сбережений и в целом финансов. На мой взгляд, данный фактор зачастую исследователи и авторы бестселлеров упускают из вида. Не все, конечно. Социальный фактор как критерий, который оказывает невероятно мощное воздействие на формирование ценностей и самоидентификации, может как подстегнуть вашу активность в сберегательной деятельности, так и начисто отбить желание заниматься личными финансами. Приведу пример.
Ваше окружение составляет по большей части взрослые люди, родственники за 60 лет, которые прошли через трудные 90-е годы в странах бывшего Советского Союза и потеряли значительные суммы в финансовых пирамидах тех лет, например, МММ, Хопер Инвест и некоторых других. На уровне подсознания у них закрепился крайне негативный опыт сбережений и темы финансов. И теперь они транслируют долгие годы окружению свои ценности и страхи, тем самым программируя вас на нежелание и боязнь заниматься личными финансами. Справедливы также другие примеры. Но принцип в целом, надеюсь, вы поняли. Человек – существо социальное, и в него заложено желание быть частью группы, иметь схожие с ней черты, поддерживать хотя бы частично ее ценности. Понятно, что это древние, закрепленные в подсознании алгоритмы, но они работают. Если для вашей группы нормально просаживать деньги каждую неделю в игровых автоматах или ставках на спорт, пропивать последние деньги, быть вечно в долгах, то, скорее всего, вы будете в той или иной мере поддерживать такой стиль жизни или хотя бы относиться к нему с пониманием. Вывод здесь такой: сменив свое окружение на то, в котором отношение к личным финансам правильное, рациональное, нацеленное на некий результат, вы в разы повысите свои шансы на мотивацию и успех в этом деле. При этом, конечно же, следует оставаться рациональным и здравомыслящим. В мире сбережений, личных финансов и инвестирования есть, как и в любой социальной группе, неадекватные люди, а также просто заинтересованные лица. В частности, блогеры, которые получают доход от так называемой нативной рекламы, от различных ссылок. Также есть немало лудоманов, людей с игровыми формами зависимости. Кстати, таких людей очень много в сфере такой темы, как трейдинг. Не стоит принимать на веру мнение человека, который выставил себя в выгодном свете и уже показался для вас специалистом. От себя хочу сказать, что моя задача, я хочу искренне мотивировать вас, в первую очередь самим разобраться в теме и научиться отделять зерна от плевел. Снижение личных трат. По опыту и личным наблюдениям я сделал принципиальный вывод: любая оптимизация личного бюджета имеет свою цену. Всегда придется заплатить чем-то за полученную экономию средств. Обычно речь идет о цене в виде времени или комфорте, реже здоровья. Думайте эту мысль. Рассмотрим пример со сложностью уменьшения трат на коммунальные услуги. В России, как и многих других странах СНГ, вы практически никогда не можете легко и быстро сменить управляющую компанию и снизить свои затраты на коммунальные услуги. Данный бизнес достаточно криминализирован и плохо управляем государством. Тарифы как энергетических компаний, так и тарифы управляющих компаний крайне непрозрачны. В тарифах зачастую заложена неадекватно высокая наценка, которая немыслима для развитых стран. Похожая история с мобильной связью и домашним интернетом в Казахстане. В целом в странах СНГ из-за неразвитости рынка и регулирования трудно снижать затраты на жизнь, так как вам крайне сложно или просто невозможно сменить поставщика услуг или продавца товара. Рекомендация здесь будет следующая: если у вас нет на текущий момент возможности повысить доход, то вам следует проанализировать ваши траты и начать экономить на покупке продуктов и вещей, например, делая покупки мелким оптом, по скидкам и акциям в нескольких торговых точках. Для таких трат вы можете специально завести карту банка, что поддерживает выгодный для вас кэшбэк. Одежду можно покупать только во время акций, а в случае начала сбережений просто в секонд-хендах. Экономьте там, где можете, там, где вы не заплатите неоправданную цену за экономию. Например, не стоит переходить с нормальной картошки на быстрозаварную или пить вместо качественного кофе быстрозаварной в пакетиках, от которого вы можете заработать гастрит. Изучите список коммунальных услуг и попробуйте отказаться хотя бы от части ненужных. Например, я давно отказался от городского домашнего телефона. В целом, желаю вам успеха в этом процессе. Принцип временного самоограничения. Друзья, теперь я расскажу о принципах, которых следует придерживаться для успешного создания сбережений.
Первым по значимости идет принцип временного самоограничения. Любые накопления, сбережения создаются из свободной части доходов. Для того, чтобы системно откладывать деньги от дохода, нужно ограничить себя в текущем потреблении и отложить его на будущее. Если у вас есть сложности с самоограничением и вы против данной философии, то никакие советы, коучинги и обучение от лучших финансовых консультантов вам не помогут. Вы должны понять суть сбережений. Это процесс откладывания и сохранения от инфляции и иных негативных факторов свободных средств на потребление в будущем. В идеале вы должны иметь четкие цели и примерное понимание, на какие задачи вы сможете в будущем потратить свои сбережения. Совет могу дать следующий. Начните с малых и самых простых шагов. Начните постоянно, и это очень важно, откладывать малые суммы от своего дохода. И в идеале сразу после получения платы. Это, кстати, очень важная деталь. Сделайте невозможным траты отложенных денег и продолжать в течение долгих лет дальше. Принцип дисциплины. Следующий принцип говорит о том, что постоянные и системные действия, на которые не имеют влияния в вашей жизненной неурядице, являются залогом успеха. Чтобы не было, откладывайте постоянно в одно и то же время в течение месяца, каждый месяц, фиксированную часть свободных средств. Проводите дальнейшие действия по управлению сбережениями. Переводите деньги на депозит, валюту, криптовалюту или любым другим законным способом. Для упрощения ваших рутинных действий по сбережениям предложу вам завести текстовый или табличный документ, например, в облаке, в котором вы будете вести отчет о сохраненных суммах с детальной информацией. Например, куда и когда какие суммы вы сохраняли, переводили. Признаюсь, это тяжело и требует значительной усидчивости и системности, но это облегчит вам анализ своей стратегии сбережения и позволит скорректировать ее в будущем. Принцип баланс цена-качество. Следующий принцип сбережений показывает, что вы всегда делаете выбор между качеством и ценой. Вы можете сэкономить на каком-либо товаре или услуге, а оставшиеся деньги сохранить и отложить на будущее. Но сейчас вы заплатите за сбереженные средства худшими свойствами товара. Если это товары или услуги из тех, что влияют на ваше здоровье или комфорт жизни, то такая экономия и сбережения будут неправильными, во вред. Это всегда следует помнить. Помню, как на работе в технической поддержке я слышал байку от начальника, что был один парень, который, питаясь одной лапшой быстрого приготовления, откладывал деньги в течение долгих лет и накопил аж на 2 квартиры. Но думаю, это не более чем байка. Ловите суть. Экономия и сбережения могут быть разными. Вы либо платите за возможность создать сбережения своим временем, здоровьем, уменьшение комфорта, либо вы платите тем, что не создаете сейчас сбережения и тратите средства на потребление в свое удовольствие. Лучшая ситуация такая, когда у вас есть существенная положительная разница между доходами и расходами. Причем такая, которая позволит откладывать более 10% вашего дохода ежемесячно, не ухудшая ваш образ жизни. Принцип оптимальной диверсификации. О ней я писал в своей статье про инфляцию в странах мира на Дзен. Изучите ее, я набрал массу интересной статистики, ссылка в описании. Данное понятие ключевое в личных финансах, сбережениях и, конечно же, инвестировании. Важно понимать, что в любой финансовой деятельности при заработке или сбережении есть негативные моменты и риски. Сложность в оценке будущих рисков связана с тем, что по старым данным сложно и не всегда возможно предугадать будущие события. Пример с коронавирусом отлично показывает данную проблему. Кризис никто не смог угадать. Это был так называемый черный лебедь, то есть полностью неожиданное и непредсказуемое негативное событие. Суть процесса диверсификации такова. Вы должны правильно распределять ваши активы таким образом, чтобы между ними было как можно меньше взаимосвязи. Например, связи между криптобиржами, вкладом в частном банке, а также матрасом на даче, конечно же, немного. Но и это уже пример неплохой диверсификации. Это делается для того, чтобы проблемы с одним активом, я имею в виду инфраструктурой
хранения. Если мы говорим, конечно, о сбережениях, не передались другому активу. Здесь важно понимать, что слишком мало и слишком много диверсификации одинаково плохо. Если вы откроете 2 десятка счетов, купите массу криптовалюты, накопите золотых слитков, купите квартиры и так далее, справиться с управлением этого всего хозяйства вам будет крайне сложно. Помните, что ваша диверсификация должна не мешать вам управлять сбережениями. Принцип избавления от финансовых паразитов. В продолжении темы эмоциональных трат данный принцип говорит, что для успешных сбережений вам следует рассудительно тратить свои деньги и, в частности, избавиться от так называемых паразитических трат. Это мой авторский термин. Его суть заключается в том, что от тех трат, которые не дают вам какой-то пользы, радости, в настоящем или будущем, стоит отказываться. Например, не стоит постоянно давать долг людям, которые не возвращают долги. Например, дальним родственникам, знакомым, коллегам по работе. Возможно, у вас есть ряд расходов, от отсутствия которых ничего в вашей жизни не изменится. Например, походы в бар каждую неделю или покупка ненужных вещей, аксессуаров и так далее. Ваша задача пересмотреть взгляды на свои привычные паразитические траты и начать от них постепенно избавляться, чтобы увеличить свободные средства для создания сбережений. Дорогие друзья, я очень благодарен вам, что вы выслушали, изучили мой первый подкаст. Я очень вас прошу оставить комментарии, подписаться здесь, конечно же, изучать мой дзен.